Как все начиналось? Все началось в подвале у бабушки и дедушки. Это был 2012 или 2013 год. Подвал был очень тесный, в нем было мало места, ну просто не развернуться. И первое, что я начал делать, это были браслеты. Так как в подвале было столько всего, столько разных безделушек, каждый раз, когда я спускался, я находил для себя что-то новое. Примерял, пробовал, экспериментировал. Готовые изделия я просто раздал друзьям, и благодаря которым и появились мои первые клиенты, что и стало стимулом создать свой личный бренд Очи Кастана. А почему бы и нет? Ведь был спрос. Конечно, всех фотографий изделий не сохранилось, но есть часть, которую я оставил для себя, на память. Это одни из моих любимых браслетов. Хоть сейчас браслеты это не так модно, как раньше, но порой я наблюдаю, что некоторые еще их носят, и даже вижу, что это мои изделия. Это приятно. Никогда не забуду, как покупал свою первую швейную машинку. Приехали мастера, посмотрели на этот проход в подвал, а он меньше метра, и сразу было видно, что они очень озадачены. Как ее туда занести? Непонятно. В итоге машинку пришлось просто разобрать и собирать ее заново. На это ушел практически весь день. Я очень благодарен бабушке с дедушкой за их поддержку в моих начинаниях, в различных творческих экспериментах, за то, что разрешали сеять бардак в их доме и устраивать перевороты в подвале, и просто за то, что они поверили в меня. Я очень ценю моменты, когда мы вместе. Сейчас, конечно, проблем с пространством уже нет. У меня есть своя мастерская с базовым оборудованием, и этого достаточно для выполнения заказов и для разных творческих экспериментов. Какие были сложности в начале пути? Сложностей было немало. И одна из главных – это нехватка информации. Сейчас я работаю над своим творческим проектом, это сумка, и уверен, что эта часть фильма будет полезной тем, кто только начинает в этой сфере, да и просто интересно любопытному зрителю. Тут я показываю поэтапно процессы изготовления продукта. Вообще, при создании бренда я столкнулся с кучей проблем, о которых даже не подозревал. Началось все с логотипа. Я пошел в брендинговое агентство, и там озвучили сумму, которая для меня была неподъемной. Пришлось разбираться самому. Я начал изучать графические редакторы, чтобы придумать логотип своими силами. Потом возник вопрос с фотографиями. Нужно было качество. Я стал осваивать предметную съемку. Тоже все делал дома, как мог, буквально на коленке.
И это была та реальность, в которой я существовал. Все нужно было делать самостоятельно и с нуля. Помню, у меня была своя страничка в Инстаграме, и как-то я решил полностью удалить все старые фотографии. Переименовал профиль в бренд-страницу и начал грузить туда фото новых изделий. Конечно, я ожидал, что начнется ажиотаж на мою продукцию. О боги, кто сделал этот шедевр? А на деле все начали отписываться. И в первую очередь отписались мои друзья, так как я никого не предупреждал, что запускаю свой бренд, что это моя страница. И в итоге мои ожидания, они просто не оправдались. Люди просто отписывались, и ни одного заказа за весь месяц. У меня было разочарование и желание все прекратить. Ведь тот продукт, который я сделал, он был никому не нужен. У меня было миллион шансов сдаться, но я не остановился и решил пробовать дальше. Ведь браслеты же зашли. Я начал экспериментировать, и первое, что я сделал, добавил национальные узоры. И после того, как я выставил фото кошелька с узором, появился мой первый клиент. И я его совсем не знал, он был не по рекомендации. Я был настолько рад, что организовал бесплатную доставку и брелок в качестве бонуса. Я вез коробке этот заказ, а она на глазах разваливалась. И даже в тот момент я задумался о том, как сделать упаковку более премиальной, более практичной и технологичной. Когда у тебя есть свое дело, всегда появляются новые трудности, которые необходимо решать самому. Вот, кстати, недавно лазер сломался, а на тот момент я выполнял очень крупный заказ. Пришлось смотреть видео в интернете и чинить его самому. После первого заказа и пошло сарафанное радио. И это привело мне новых клиентов. Для меня поход в магазин – это тоже своего рода ритуал. Это то место, где можно наглядно увидеть цвет будущего изделия, ощутить его текстуру, оценить качество. Ведь раньше выбора практически не было, а сейчас есть множество разных поставщиков. И ведь именно из этого выбора и зарождаются новые идеи. Несмотря на то, что у меня есть заказы, я большую часть времени уделяю творчеству. Часто задерживаюсь допоздна, либо могу приехать среди ночи и копошиться там до утра. Я люблю этот процесс. Для меня это словно медитация.
И изготовление изделий состоит из множества разных этапов. И каждый по-своему он уникален. Где-то ты много двигаешься, где-то нужно много концентрации и усидчивости. А где-то ты просто сидишь и медитируешь, и погружаешься в процесс. Неважно, с чего ты начинаешь. Неважно, сколько у тебя ресурсов, опыта или знаний. Важно идти вперед. Делать шаг за шагом. Ошибаться, учиться, пробовать снова. В любом деле есть свои трудности. Важно не останавливаться и не сдаваться. И тогда все начнет получаться. У меня же начало получаться.